Вот это медвежье лапище. До этого были лапки маленькие такие, медвежачьи. Мамка с медвежонком. А это прям огромное лапище. Свеженький следик. Ох, как я соскучилась по мишкам. Моя тайга, мои медведи, бурелом и все такое. Наконец-то, елки-палки. Лазить надо тут все. Вот она избушечка-то. Ё-моё, шли по такой жести. Мы на тропу не нашли, шли просто по бурелому, по траве. Наугад искали, искали. И вот нашли. Пришли наконец-то в избу. Будем сегодня здесь ночевать. Помните, я эту зиму снимала, у меня есть фильм «Две секретные избы». Вот зимой я сюда приходила, в эту избу. Мы ее нашли тогда только первый раз. И вот сейчас опять я здесь. Тут еще вырезные фигуры всяких убрали. Вот туда. Вон они на чердаке стоят часть. А часть, наверное, где-то тут в траве. Их не видно. Зимой видно. А сейчас не видно. Все заросшее вообще. Вот так вот в тайге идешь, идешь. А тут женщина на коленях молится. Прямо из дерева, из старого вырезали. Здорово. Надо же. Голова, правда, маленькая. Очень красиво. Вот так вот изба прям в тайге, в такой нормальный стоит. Тропу не нашли к ней. Искали, искали. В итоге пошли на пролом. Красиво так сейчас осенью вообще. Гуляю тут вокруг избы. Изучаю. Я тут только зимой была. Интересно тут походить, посмотреть осенью, когда вокруг такая красота просто. Поход не снимаю, к сожалению, да. Ну, я что-то так на Кавказе наснималась, что просто отдохнуть охота. И я вот вчера только прилетела, а сегодня решила пойти в избу. Приятель позвал. Хорошо так шли по бурелому, по всякому, по кустам. Вся исцарапалась. Синяков новых насадилась. Довольная. Лосиная муха меня искусала. Все. Я уже соскучилась по своей тайге. Медведи. Все как надо. Следы медведей. Много было. Как же красиво-то вокруг, а. Осень настоящая. Решила совсем немножко поснимать на память, даже больше для себя, что я вот осенью сюда ходила, и тут такая красота была вокруг. Очень красиво. Цветное все такое. После юга непривычно. Это туалет. Ой, смотрите, как, в какой красоте туалет стоит вообще. Вигвам такой. Очень красиво. Эта изба очень-очень старая. И она построена очень необычным способом. То есть не вот так вот, а вот так, вертикальным. Видите, бревна стоят. Не помню, блин, в каком году ее построили. Не говорили, я забыла. Ну, очень старая изба. И вот сколько уже стоит, много лет. Тут дровяник, вальник. Такая у них картинка на двери. Старая. Прям старая. Помню, такие в детстве были. О-хо-хо-хо. Черепуха. Печка такая нормальная. Вещей много. Очень много. Тут группами ходят сюда. Такие заядлые походники. Название избы не буду говорить, где находится тоже. Тут очень огромное окно. Такое здоровское.
прям тут из-за этого очень светло. Но мне кажется, зимой тут прям холодно. Ну, люди ночуют зимой, я не знаю. Я здесь еще ни разу не ночевала. Первый раз с ночевкой пришла. Я вообще здесь, по-моему, второй или третий раз. Посуды вот столько. Всякая утварь. Вот эти вот мне нравятся такие штучки. Туесочек вот такой самодельный, ручной работы. Ай-яй-яй, опять стукнулась. О, красиво. Вообще много чего ручной работы. Ну, как красиво нарисовано. Но я сейчас одной рукой не открою. Так, вот с этой стороны. Это, кстати, спальники старые-старые. Сейчас такие не выпускают. Знаете, ватные еще такие. В советские времена были спальники такие тяжелые. Из ваты. Матрасные. Вот они тут вот несколько штук. Сейчас такие, наверное, нигде уже не купишь. Валенки вон там стоят. И самый прикол в этой избе — это вот эти тапки. Просто деревянные тапки. Хоп. Тапочки. Красивые, мне нравится. Тут еще вот такая. А она, кстати, она же играет, она классная. Я не умею играть. Это было бы. Сейчас расстрою людям. Ладно, не мучить. Такие дела. Вот так чуть-чуть совсем для вас поснимаю. На второй канал выложу. Кому интересно про избы, посмотрите хотя бы такой небольшой фильмец. Все-таки все равно интересно, наверное. То некоторые обижаются, что я про избы не снимаю. Реально обижаются. Вот. А это чужая изба, я не могу снимать тут сильно. Будем сейчас печку затапливать. Ох, давно я печки не топила. Летом-то они не нужны. Я вообще летом в избы не хожу. Отвыкла уже рука у меня. Вот и все будет сейчас у нас тепло. Так, вот, печечка горит, все хорошо, растопилась наконец. У меня вот такой ужин крутой. Лепешка, на ней творожный сыр, вот такой, овощи на гриле. Первый раз взяла попробовать. Потом зеленый лук, свежий огурец, свежий помидор и тунец. Сейчас я это все заверну, и будет обалденная вкусняшка. Парочку подкину. Хватит. Надолго хватит. Надо вниз, кстати, закрыть, чтобы помедленнее горело.
Так выглядит изба ночью. Красиво, окно большое, свет горит. Так здорово смотрится. Ночная изба. Доброе утро, земля. Так хорошо спалось. Даже вставать неохота. Я тут еще в уголочке легла. С такими портретами. Надо вставать. Не хотела в этой избе ночевать вообще почему-то. Но, в принципе, вот переночевала нормально тут. Вот так вот просыпаешься. И из-за того, что такое большое окно, солнце там светит. И так в избе светло, красиво. Хорошо так. Да, хорошая изба. Но зимой тут явно холодно будет ночевать. Еще я вот задумывалась, как вот эти доски вот они делали. Это они кольями их раскалывали. Тут вся изба из таких досок. Это раньше вручную все делали, не как сейчас бензопилами. Это, по-моему, 77-го года изба. И вот такие вот доски самодельные везде. Тяжело, наверное, было. Времени много ушло на это все. Я хожу в избы, но вот не снимаю в последнее время про избы, потому что у меня другого материала очень много. Вот люди обижаются некоторые, что я не снимаю. Ну, я вот сейчас почти не снимала, что я тут поснимала немножко, потому что мы с приятелем, он не любит, когда снимают, не любит сниматься в кино. Вот. Стараюсь не надоедать съемкой так немножечко. Больше для себя даже. Вот. Кто случайно на этот канал зашел, у меня есть основной канал. Подписывайтесь, все ссылки будут внизу. А этот канал у меня просто любительский, больше даже для себя, но и для тех, кому интересно просто все остальное, чем я занимаюсь в своей жизни. О, тут на улице классно, хорошо. Погода такая, бабье лето. Красота вокруг. Много не буду лить. Какая хорошая вещь. Все, хочу себе в грот такую повесить. Нормальный умывальник. Надо купить. Ой, хорошо так в лесу сегодня. Вообще погода такая реально классная. Там рябчик бегает. Деловой такой. Ходит уже давно тут туда-сюда. Что-то высматривает, выискивает. Вышла, рябчик сразу улетел. Хочу пойти там снять еще одну женщину деревянную, вырезанную. Там стоит в лесу. Тут столько фигурок всяких резных. Но почему-то они половину поубирали на чердак. Вот что-то пытались вырезать. Ну, так непонятно, что это. Не довырезали. Кота мне напоминает.
Вот есть избы стоят в такой темном лесу, там больше пихты вокруг, и лес такой дремучий, темный такой. А этот светлый, такой красивый. Тут много рябины вокруг, он цветной. Очень мне нравится, где изба стоит. Место такое шикарное. Хотя в дремучем лесу мне тоже избы очень нравятся. Там более темно, мрачно. А тут вот солнце попадает, тут прям красиво, вам видно. Позади меня солнце стоит, изба. Так, пока болтала, дошла до... Ага, я думаю, это женщина, это непонятно кто. Это вообще какой-то пингвин. На пингвина похоже. Ну, что-то какой-то полуразрушенный пингвин. Прогнил, видимо. Да, это пингвин. Испорченный. Сгнил. Сгнило дерево. А, может его, кстати, дятлы. Точно, вон. Его дятлы поклевали еще ко всему. Вот я только прилетела с Кавказа, там еще тепло. Здесь вон листья падают. Листопад. Очень красивый лес. Вот сейчас изба так красиво смотрится на этом фоне цветном. Вот не зря я решила все-таки немножко хотя бы поснимать. Потому что такую красоту надо снимать. Даже просто себе на память. Осенний такой лес мне очень нравится. Я бы пожалела, если бы хоть чуть-чуть не сняла. Посмотрите, какие яркие деревья. Высоко, конечно, стоит для меня. Почти. О, наконец-то. А там сучок держит. Вот в самый раз для меня. Без перчаток все-таки жестко. Руки больно. Перчаток нет. Алина так всегда взяла. Какую померить вот эту сначала.
Ой, нифига он тяжелый. Вот эти пошинели, что это такое? Я не знаю, как это называется. Вот так любят в избах наряжаться, вот особенно в праздники они вот одевают всякие такие. Ой, какой он тяжелый, как же ходили-то, а это вообще капец. Сейчас надо делать. Здесь милицейская еще. Ну, реально тяжелые такие. Это легкая. Жаль, фуражки милицейской нет. Милицейский пилот. О. Та-дам. Круто. Третий раз в этой избе, только сейчас заметила очень. Челюсти чьи-то. Кто знает чьи, пишите в комментариях. Тут вот табуретки есть такие ручной работы. Я их снимала как-то на своем основном канале. Она прям шлифованная, такая гладкая, она такая тяжелая. Качественно так сделано. Так вот. Не шатается ничего. Прям такая крепкая, хорошая табуретка. И вот такая есть табуретка цельная. Из березовой чурки. Интересно, тоже сделали. Классные такие табуреточки. Это высокая, это низкая. Все, мы уходим. И вот она, типа тропа. Отсюда начинается. Ее там просто реально нет. И мы сейчас опять будем ломить по бурелому, по зарослям всяким. Хорошо, что уже частично трава упала. Местами, правда. Такие дела. Мы почитали там в записях, в книге, что там многие пишут, что здесь тропы нет, что она просто заросшая, кто как ходит. В общем, мы сейчас опять ломить будем. Вчера я там вся поисцарапалась, пообилась. Опять у меня все ноги в синяках будут до ссадинок. Сейчас еще добавлю. Все, оставляем избу в полном порядке. Занавешали окно, как было. Приперли дверь. И отправляемся в путь. Кстати, солнце спряталось и прям похолодало так нормально. Я в футболке пошла, потому что сейчас по дебрям по этим лезть. Вчера вечером кофту замучилась чистить. Пойду по дебрям без кофты, когда выйдем на лесную дорогу. Там уже надену. Так изба смотрится издалека. Просто в зарослях стоит реально. К ней нет вообще подхода. Просто нет. Вчера, когда сюда шли, все надеялись по дороге найти тропу и выйти. Вот малина выше меня. И вчера так и не вышли, потому что мы все думали, что мы тропу потеряли. На самом деле она здесь просто заросла, ее тут нет. Каждый ходит кто что гораздо. Кстати, да, я вот в таких тапочках. Да, по тайге типа нереально ходить в такой обуви. Алина ходит, ломает ноги, царапается об ветки и все такое прочее. Ё-моё,
Просто все ярким огнем горит. Так красиво. Я так рада, что я сразу с Кавказа все-таки решилась пойти в лес. Потому что вот эта красота, она очень быстро спадет. И я успела ее захватить еще в такую более-менее теплую погоду. Так радостно вообще мне. И все-таки хорошо, что я хоть немножко решила поснимать. Вот лес реально очень красивый. Идем тут то по бурелому лезем, то по кустам, то появляются типа как будто бы тропки. Это животные натаптывают. Она там чуть-чуть есть, потом раз опять пропадает. Опять в бурелом, в кусты. Вон как красиво. Сзади меня. И вот пихточка. Пихточка моя любимая. Все-таки она у нас самая запашистая, самая нежная, такая мягкая. Обожаю нашу пихту. Вот что здесь примерно. И немножко ноги ломаешь иногда. Просто я себя снимаю сверху, не могу. У меня палки-то нет, я же не думала снимать вообще. И не видно, что под ногами. Под ногами жесть. Надо следить, чтобы ноги не сломать, особенно в таких чашках, как у меня. Вот, например, вот лёжка какая-то животных. То ли копытных, то ли медведь просто что-то тут рылся. Вот. Шли по бурелому и вышли на такую лёжку. Видно, что тут живность какая-то обитала. Очень похоже на метку медведя. Идем тут по звериным тропам, по бурелому. Ну, я уже говорила, и вот метку такую увидели на дереве. А еще вот такие эти вша, это, блин, лосиная за канала. Короче, вот Мишаня. Значит, там точно его следы. Вот видно, что он тут рыл. Чьи-то норы поразрыл. Ну, вообще, здесь вообще прям какая все разрыто. Ну, нору чью-то разорял Мишанечка. Жалею, что не взяла эту хотя бы селфи-палку, чтобы себя немножко хоть со стороны снять. Потому что просить каждый раз человека, который не любит сниматься и может и снимать не любит, как-то не очень. Да и он вперед уже давно ушел. Господи! Эти, как их там, клещи эти лосины. А, вот они кусают прям. Вот. Я его нечаянно раздавила. Просто жесть реальная. Как тут медведи ходят, я не понимаю. Ну, они большие, ничего. Еще крапивы дофига. А, все в крапиве, блин. Еще с голыми руками, но я же, как всегда, это же Алина. О, красная смородина. Вот немножко. Ну, или кислица, как ее некоторые называют. Маленько же хоть медведя обобрать. Вот прям видно, что медведь ходил. И все вот так напролом сломлено. Там малины много. И вот он где рыл, следы его. Видимо, он там малину хавал заодно и нору чью-то разорил. Вкусная такая, кисленькая. Витаминчики. Вот дорога, видите, какая. По наезженной дороге иду, как некоторые говорят.
Да, наезженные дороги есть, и, конечно, я по ним иду сначала. Ну и потом, когда выхожу, естественно, кто-то наездил до куда-то, до определенного места, я же уже объясняла. Да, что толку объяснять, короче, хейтерам этим бесполезно. Что дороги в тайге есть, они есть, и никуда они не денутся, они были, есть и будут. Вот, а избы стоят вот в таких жопах. Просто лазишь в буреломом и все. Ну где-то есть тропки небольшие. Видите? Опа. Блин, ноги бы не сломать. Вот, выхожу из этого бурелома, из этого леса. И вот, пожалуйста, Мишанины какахи. Свежайший просто. Такое ощущение, что они еще теплые, но трогать не буду, проверять. Он, наверное, все-таки от нас ломанул. Услышал нас и ломанул. О, орешки хавал. Орешки. Свеженькая вообще. Реально свежая. Ну, а вот следы. Маленькие лапки и огромные. Мамка с медвежонком. Вчера я почти не снимала следы, потому что думала, не буду снимать. Кстати, кадр какой красивый. С рябиновыми листьями. Походу, маленьких медвежат было несколько. Следов сильно много мелких. 2 штуки, наверное, точно было. Это маленькие прям следики. Вот моя рука. По сравнению с моей рукой, с маленькой моей рукой. Следы еще меньше. Совсем малышня. Ну вот, спустя час хождения по буреломам вышли на лесную дорогу. Но до станции еще далеко. Ну все, немножко поснимала. Больше для себя. Вон иду и везде медвежьи следы. Больше для себя, для второго канала. Кому интересно, подписывайтесь на мой этот канал и на мой основной канал. Все ссылки внизу. Всем пока-пока. Вот какой след хороший. Крупный довольно. Свеженький. Вчера мы здесь проходили, я такого следа не видела. А вот морали след. Прям очень крупный. Хороший такой. Тут же вот медведи. Тут же наши следы. Опять медведи. Все как надо. Вот еще и медведи. Вот вообще хороший медвежий след. В общем, все как я люблю. Наконец-то я пошла в тайгу. Еще в такое красивое время года. Еще в такую шикарную погоду. Походила по бурелому. Увидела следы медвежьи. Не только следы от лап, но и вообще от пребывания медведя. Там он и копал, и лежал, и ходил, видно, траву помял всю. Еще и накакал на дороге от страха. Вот, пожалуйста. Просто след на следе. Следом погоняет. Такие дела. Короче, я рада, что пошла. Мне нужно было это сделать. Нужно было после того похода пойти в такой поход. Вот. В мой лес, мою тайгу. Видеть мои медвежьи следы, моих мишань. Вот медведь шел по луже. Вон он след. Вот тоже следы. Вот здесь вот что-то он прям в грязь забуксовал.